всем. Как Ливан перешел из УАФ в топ-8 и почему? Ну как, после чемпионата мира 2017 я выступил на Золотой тур и выиграл Золотой тур. Ну, это был первый мой профессиональный Турнир? соревнование, да. После этого соревнования я почувствовал очень значительную прибавку как спортсмена в плане узнаваемости во всем мире, которая у меня не было, когда я выиграл чемпионат мира. УАФ ты имеешь? Да, УАФ. Потом я решил вернуться в УАФ после этого. Выиграть, у меня был такой план, выиграть чемпионат Европы, обе руки, чемпионат мира обе руки. И после чемпионата мира через 25 дней у меня была встреча с Дмитрием Трубиным. Ну, такой план у меня был, я выиграл чемпионат мира обе руки, потом выиграл чемпионат мира обе руки. Через 25 дней встретился с Димой Трубиным, его выиграл 6-0. И когда я его выиграл 6-0, после этого я уже автоматически попал в топ-8. Я решил бороться в топ-8, потому что как соревнование уровень намного большой. В плане пиара, в плане само соревнование дает такой, как это сказать, комфорт, как ты себя чувствуешь настоящим спортсменом, какой-то там. Поддержку чувствуешь? Да. И, конечно, это большое значение имеет деньги, конечно, да. Для спортсмена это очень важно. После выигрыша топ-8, как спортсмена, моя узнаваемость поднялся на, не знаю, на 1000%. У меня появились и спонсоры. И, не знаю, очень, я своим именем в Грузии, например, зарабатываю на жизнь. Не работаю, но именно с этим зарабатываю. И многое вот было. это мне дал топ-8. А до этого я выигрывал чемпионат мира 7 раз, а чемпионат Европы 6 раз, и только жил на то, что давал мне премию, давали мне это. У тебя были спонсоры тогда, Леон? Нет. Не было? 6-7 раз чемпионат Европы, мира выиграл и 0 спонсоров? Да. И только на это, что мне давало государство, это хватало на то, чтобы просто есть и тренироваться, и готовиться на следующий соревнования. Да. Такой, замкнутый круг. Так ходил. Не зарабатывал? Да, ничего не зарабатывал. Просто остаешься в спорте и все. Léon dit que vaut mieux pas venir à l'entraînement et se reposer que venir, par exemple, s'entraîner léger quand on a mal au tendon. Пример личный. Каждое воскресенье я боролся с крепкими ребятами, и боролся 2-3 часа, и получалось, что я после 3 часа борьбы с ними, убийственности, как после соревнований весом вдребезги, и потом понедельник или там вторник шел на тренировку, вообще не восстановился, связки болят, подтягиваться, даже жим делать не могу. И все равно пытаюсь его делать, и у меня это восстановление еще дальше. И в воскресенье приходит, опять борюсь, не считаю, что я уже убитый, и еще хуже и хуже. Потом травмы и так далее. Для борьбы, такой интенсивной борьбы, да, я думаю, что где-то час хватает. И сколько раз
Ну, по месяц ощущениям. или... Я так боролся неделю один раз, то я думаю, что 2 недели один раз хватает, чтобы хорошо побороться. Самое главное, что я выучил, да, когда ты тренируешься, практикуешься, да, с ребятами, не надо бороться с такими ребятами, которые Бьют. борются, чтобы тебя выиграть на тренировку. Это же тренировка, это же не соревнование. Вот тогда ты получаешь, и он тоже получает. Надо с такими тренироваться, которые именно тренировочная борьба. Да, там отрабатывает Работаешь, да, он сильно тянет, но не убивает себя, не максимум. И он и думает о тебе тоже, чтобы тебе не травмироваться. Вот с такими ребятами надо тренироваться. Такой вопрос, Леон. Если делать такие имитации соревнований, допустим, да, приходишь как в другой клуб и цель там уничтожить всех, да? Это как часто ты советовал бы делать такую? Я вообще не делаю так. Не делаешь? Я думаю... если нет соревнований, и у тебя жажда борьбы, хочешь побороться, тогда да. Ну, в этом смысле я говорю, как часто ты советовал бы Месяц раз в месяц, да? да? Вот я тоже так считаю. Максимум. Я считаю, если ты делаешь именно такие спарринги, где ты реально, вот как мы с тобой говорили, с сильными ребятами, ты цель убиться с ним, да, его выиграть, он хочет там 6 раундов с тобой борется, там 8, там другой с тобой. Если, или лучше этого так часто, как ты говоришь, больше часа или что-то такое не делать, между раундами нормально отдыхать, или сделать, и не делать больше раз в месяц, да, ты так считаешь, что ли? Лучше не надо бороться на выигрыш на тренировку. Пытаться друг друга выиграть. Это большое. Плохо сказывается на обе. Кто борется. Потому что это реально хуже, чем соревнование. Да. После соревнования очень долго восстанавливаться. Да. Но видишь, вот моя ошибка, все за 3 года, я это только когда рану получил, это понял, что я раньше в начале каждую неделю, потом каждые 2 недели я не приходил на спарринги, не тренировал углы, я долбился, конкретно убивал себя там. И убивал не час, а убивал 2-3 часа. Потом у меня связки не восстанавливались, я потом еще раз боролся. Это такой замкнутый плохой круг. Вообще лучше, я так на себя так понял, что для меня лучше бороться с такими ребятами, как, наверное, например, Ираклий Давид, да? Я по силе их превосхожу, и они, как это сказать, на максимум со мной борются. А этот максимум для меня нормальный. Я могу контролировать, давать им плюсы, работать. Да, получается у тебя рабочий режим. Да. Получается у тебя такая тренировка. Когда я тренировался, например, с Геннадием или с Резоном Пидзе, они тренируются со мной так. Они хотели меня выиграть. И на этом это уже не тренировка. Знаешь, на этом получилось травмы. И вообще ничего это тебе не дает. Я понял. Во Франции ты удивишься, но это, видишь, это нехватка опыта. Тоже очень многие, именно во Франции, я заметил, очень многие идут на спарринг и идут часто, раз в неделю и убивают себя. Это мне 3 года понадобилось. Есть такие встречи. Когда ты один раз пошел и 4 часа и 3 часа поборешься, да, убьешься. На этом, чтобы восстановиться, месяц. Может и больше. Да. Полностью остановиться даже 2 месяца. Это кидает тебя назад, а не вперед. Я это за 3 года понял, Леон. Mais retenez les gars, très important, arrêtez de faire des sparring où vous êtes à 100% chaque semaine et même tous les 2 semaines et même chaque mois.
Peut-être une fois par mois si vous voulez. Mais sinon, si vous voulez faire des sparring, faites-les de manière intelligente. Ne soyez pas à 100%. Même à l'entraînement, ne soyez pas à 100%. Sauf si vous êtes arrivé à un poids où vous voulez tester votre maximum. C'est très très important les gars. Si vous voulez être fort, il faut savoir récupérer. Il faut savoir respecter son système nerveux. « 72 kilos, sachant que il s'est tué les 3 entraînements précédents. C'est la deuxième fois dans cette semaine qu'il fait les doigts. Et que cette poulie, elle montre 72 kilos, mais vu que le câble, on va dire, bouge difficilement, je pense qu'il y a même plus que 72 kilos là, peut-être 75. Donc, vous avez une exclusivité les gars. Машина Ливан. Верховики в смысле, я так понимаю. Кто самый лучший? Лалетин, наверное. Лалетин, да. Безусловно, Лалетин. Лалетин. Из топ-3 сделать такой. Лалетин. Лалетин еще. Мне нравится Эрмес Гаспарини очень. Эрмес, да. Нравится этот болгарин. Пламен Димитров. Пламен, да. Là on entraîne le poignet les gars, on fait l'échauffement. Très important, faites-le avec cette poignée, avec le sang. Regardez le steak les gars. Vous voyez la différence. Bon alors les gars, là on était en train de parler avec Levan d'une histoire qui s'est passée il y a quelques jours. On était dans la voiture et on allait à un événement, filmer un événement de charité que j'ai déjà publié, que j'ai publié sur... Voilà, et quand on allait à cet événement, j'ai dit je vais économiser un peu de batterie, j'ai éteint ma caméra. Et quand j'ai éteint ma caméra et que je l'ai déconnectée, on passe à côté d'une dame et Levan il fait ça c'est la présidente. Moi je fais présidente de quoi? Et il me fait la présidente de la République de Géorgie. je fais t'es sérieux ou quoi? Levan il disait que si j'avais pas éteint ma caméra, on serait allé la voir et on aurait demandé madame, qu'est-ce que vous en pensez du bras de fer, etc. Et en plus elle parle français apparemment. Donc ça aurait pu donner une vidéo très drôle. Elle aurait sûrement dit je connais Levan, je suis fan de Levan. А тебя знает Леван, как ты думаешь? Да, встречался я с ним. Встречался, да? Да, на мероприятиях. Может, знает, не знаю. Donc les gars, je sais pas, si je la revois, je la rate pas cette fois-ci. Deuxième exercice pour le poignet les gars. Sans la sangle cette fois.
Узнал про армрестлинг, и это в моде в Грузии, армрестлинг в моде. Ну, когда я узнал, это был 2009 год, просто начал тренироваться в фитнес-зале, который был, где я жил в этом здании. Это месяц потренировался, а потом встретился с человеком, который был армрестлером, да? И он, когда увидел меня, я такой худой был, высокий, большими костями, и руки большие. И сразу мне сказал, что у меня хорошие данные для этого спорта. До этого я вообще не знал, что этот спорт существует, если честно. И потом где-то год, так, один раз, два раза потренировался, вот так. После года уже он меня к себе как бы приучил, тренировал меня серьезно. И после 2010 я уже пил весовой категории 103. Третьим стал, потом... В 2010? Да. Где-то год потренировался, и был уже третьим. Весовой категории стал в Грузии. И потом уже начал, все равно я знал, что надо было прибавить вес, потом перешел в 110. Когда перешел в 110, я был вторым после Геннадия. Это в 2011. 2011-2012. Это на соревновании Грузии? Да, чемпионат Грузии. В 2013 я выступил на чемпионат мира на 110 килограммов весовой категории. Занял 4-е место. И потом уже 2014 вторым был на чемпионате Европы на правую руку. И в этом же году уже выиграл чемпионат мира в обе руки. Я пошло. Поперло потом. Да. А вот когда ты узнал про армрестлинг, в зале в своем 2009 году, это первый раз ты про армрестлинг слышал? Да. До этого ты даже не знал, что такое Не, спорт? я в школе так боролся. Если такой спорт существовал, я не знаю. Cette vidéo d'entraînement des pectoraux, des doigts et du poignet avec Levan Seguinashvili est maintenant terminée. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, faites-le moi savoir en commentaire. Surtout, n'oubliez pas les gars que la force et la détermination payent. Force et honneur. Abonnez-vous les gars.